У многих людей акулы вызывают жуткий страх. Эти безжалостные рыбы-убийцы способны в секунды расправиться со своей жертвой и навести панику на кого угодно. Чего только стоит фильм «Челюсти». Именно поэтому большинство людей полагают, что опаснее хищника, чем акула, в море просто не существует. На сегодня ученые знают о существовании 526 видов акул. Белая акула занимает 4-е место среди наиболее опасных существ на Земле. Люди наивно полагают, что это бесстрашное существо – настоящая машина для убийств. Но это мнение весьма ошибочно. На самом деле акулы довольно трусливые существа, имеющие немало врагов. Подтверждением тому может служить случай, когда в 2019 году подводный фотограф Дэрен Вербек наблюдал под водой за акулой, которая сражалась с другим существом довольно крупных размеров. Многие враги акул весьма опасны и вполне могут разорвать даже самую большую акулу на части. Какие же враги могут быть у акулы? Конечно же, многие уже догадались, что главным врагом акул являются касатки. Эти огромные существа, достигающие в длину до 10 метров, относятся к отряду зубатых китов. Одна касатка вряд ли будет охотиться на акулу. Эти существа стараются избегать друг друга. Но если акула слабая, больная или это детеныш акулы, то группа касаток будет преследовать свою жертву и наносить ей удары своими хвостами. После тяжелых ударов касатки наносят акулам смертельные укусы. Бывает так, что весьма уверенная в своих силах акула решает напасть на касатку, но почти во всех случаях победа будет не на ее стороне. Касатки – очень умные киты, и они не тратят свои силы зря, а наносят смертельные удары в самые слабые места акул – в бока и жаберные щели. Касаток можно разделить на два вида – резидентные и транзитные. Резидентные – киты, ведущие оседлый образ жизни и живущие семьями. Такие касатки нападают на акул крайне редко, только если для них существует реальная угроза или среди акул есть легкая добыча. В отличие от резидентных, транзитные касатки весьма агрессивны. Эти плотоядные хищники часто нападают на морских млекопитающих и даже акул. Бесспорным преимуществом касаток перед акулами является их интеллект. Именно поэтому касатки быстро подстраиваются под обстоятельства и с легкостью могут совершать организованные действия. Дельфины против акул. Весьма опрометчиво поступает акула, решившая напасть на стаю дельфинов. Такое случается нечасто, но если все же происходит, то дельфины выходят победителями в этой схватке благодаря развитому интеллекту и командной работе. В таких схватках акула получает смертельные травмы жаберных щелей, и ее участь предопределена. Известно немало случаев, когда дельфины защищали не только себя, но и людей от нападения акул. Так, в 2007 году в Калифорнии серфингист Тодд Эндрис подвергся нападению белой акулы, которая нанесла 3 укуса и содрала кожу с ног и спины. Парню невероятно повезло, ведь его спасла группа дельфинов, которая окружила его и помогла добраться до берега, не подпуская к нему акулу. Акула против акулы. Акулы постоянно с кем-то ведут борьбу, даже со своими сородичами. В Тихом, Индийском и Атлантическом океанах обитают бразильские светящиеся акулы. Их размеры весьма скромные, около полуметра, но это абсолютно не мешает им нападать на всех подряд и на ходу отрывать от своих жертв куски плоти. Именно эти акулы нападают группой, поэтому даже самой крупной акуле не поздоровится, встретив на своем пути стаю бразильских акул. Что же касается людей, то эти акулы практически не нападают. Они обитают довольно далеко от берега, в открытом океане, поэтому шанс встретиться с этим хищником довольно невысок. Поэтому людям вообще не стоит переживать по поводу этих акул. Так что же за монстр напал на акулу, которую смог запечатлеть фотограф Дэрен Вербек? У берегов Гавайских островов он сфотографировал акулу с необычными шрамами на спине. Эти следы не были похожи на следы зубов, поэтому Дэрен решил разобраться, что же это было. Ученые из Флориды, к которым фотограф обратился за помощью, сообщили о том, что эти следы от щупалец огромного кальмара. Скорее всего, в поисках пищи эта акула опустилась на довольно большую глубину, где
где и обитают огромные кальмары, достигающие в длину более 8 метров. Ученые пришли к выводу, что на эту акулу напал кальмар длиной около 2 метров и оставил шрамы зазубренными колечками, которые находятся внутри присосок на его щупальцах. Акула и осьминог. Крупный осьминог вполне может полакомиться небольшой акулой. Для этого ему необходимо успеть схватить проплывающую мимо акулу и обездвижить ее с помощью яда. Затем осьминог приступает к трапезе, держа жертву своими щупальцами. Не всегда исход схватки акулы с осьминогом можно предугадать. Тут решающее значение имеют первые удары. Либо осьминог успел парализовать акулу, либо же акула первой нанесет удар и разорвет осьминога на части. Главным врагом речных акул выступают крокодилы. Не всегда они побеждают. Шансы у обоих хищников примерно одинаковые. В океане, помимо касаток, огромных кальмаров и осьминогов, на акул могут нападать голубой марлин и рыба-меч. На носу последней находится весьма острый и длинный нарост в виде меча. Именно с его помощью эта рыба развивает скорость до 97 км в час. Таким же наростом обладает и голубой марлин, который может весить до 800 кг и представляет немалую опасность для акул. Но самым опасным врагом акул, без сомнения, остается человек. Люди охотятся на акул уже давно, причин тому немало. Ради мяса, ради забавы, ради заработка. Ведь и на черном рынке за килограмм плавников акулы можно выручить около $5000, а из зубов акулы можно делать амулеты. По данным последних исследований, около 90% популяции акул находятся под угрозой исчезновения. Кроме целенаправленной охоты людей, акулам также вредят загрязнение окружающей среды и мирового океана. В последние годы серьезной проблемой для всего живого становятся аварии нефтеналивных танкеров, из-за которых погибает все живое. Еще не 1 год понадобится для того, чтобы океан восстановился и был пригоден для обитания подводных существ. Так как акулы размножаются довольно медленно, это может послужить причиной вымирания многих видов. Но не только нефть убивает акул. Ежедневное загрязнение мирового океана бытовыми отходами сказывается на популяции акул. На сегодняшний день в мировом океане находятся 5 огромных куч с мусором, по размерам сопоставимых с континентом. Людям срочно необходимо задуматься и предпринять серьезные меры по очистке морей и океанов, ведь в скором времени из-за бурной жизнедеятельности людей могут исчезнуть целые популяции подводных животных, птиц и млекопитающих. 70% нашей планеты покрыто водой. Тем не менее, вопрос отсутствия воды очень остро стоит во многих странах. Земля постоянно меняется, извергаются вулканы, подвергается наводнениям, смерчам и оползням. Все эти природные явления и, конечно же, вредная антропологическая деятельность людей приводит к серьезным изменениям экосистемы планеты, таким как высыхание морей и других водоемов. Давайте узнаем, какие моря и озера могут полностью исчезнуть в ближайшее время. Мертвое море. Мертвое море представляет собой очень соленое озеро, которое находится в низшей точке нашей планеты. Когда едешь по дороге к морю, уши начинает закладывать, так низко оно находится. К сожалению, Мертвое море постепенно высыхает, а найти необходимые запасы воды, чтобы поддерживать уровень моря, очень сложно. Каждый из нас знает, что в этом море нельзя утонуть. Уровень соли в нем больше в 9 раз, чем в Мировом океане. Поэтому купаться долго в нем запрещено. Мертвое море насыщено минералами и довольно плотное, похожее на масло, которое смешали с песком, а не на обычное море. Мертвое море является уникальным барометром, показывающим состояние окружающей среды, ведь на этой территории случается частая нехватка воды. Количество соли и плотность моря повышаются, когда уровень воды снижается. Мертвое море может действительно уменьшиться в размерах, когда количество поступающей в море воды будет примерно одинаково с количеством испарений. Мертвое море уменьшается катастрофическими темпами. Каждый год его уровень уменьшается больше, чем на метр. Побережье покрывается трещинами и глубокими ямами, которые несут серьезную опасность для туристов и местных жителей. К 2050 году, по прогнозам специалистов, уровень Мертвого моря может уменьшиться на треть. Аральское море.
Раньше это было крупное бесточное соленое озеро, которое находилось на границе Узбекистана и Казахстана. С 60-х годов прошлого столетия уровень моря начал значительно снижаться из-за использования воды для орошения и других нужд Узбекистана, Казахстана и Туркмении. В 1989 году Аральское море, которое было 4-м по величине внутренним водоемом Земли, распалось на 2 моря – Северное и Южное. В 2014 году Южное море полностью высохло. Все это привело к перемене климата, он стал более засушливым. На месте Аральского моря появилась песчано-соляная пустыня Аралкум. Из-за солевых отложений на дне, которые состоят из ядохимикатов и удобрений, находиться там стало опасно, ведь дышать этим воздухом постоянно вредно для здоровья. Сильные ветра поднимают более 70 миллионов тонн соли ежегодно и разносят их на огромные расстояния. Так, ядохимикаты были обнаружены в Гренландии, Норвегии, в Белоруссии и даже в крови антарктических пингвинов. Высыхание Аральского моря отразилось на всем. Сократилась площадь тростниковых зарослей. Исчезло около 50 крупных озер. Существенно снизилось разнообразие видов живой природы. Соленость воды в оставшихся водоемах, закрылись порты, вырос уровень безработицы. Каспийское море. Глобальное потепление способствует увеличению уровня Мирового океана. А вот моря и озера высыхают. Каспийское море уменьшается быстрыми темпами. По прогнозам ученых, уровень моря может упасть от 9 до 18 метров уже к концу 21-го столетия. После этого практически вся территория северного шельфа Каспия испарится. При максимальном падении уровня моря до 18 метров более 30% площади Каспийского моря исчезнет. Такие последствия снижения уровня моря могут быть настолько же опасными, как и глобальное увеличение уровня океанов. И если ничего не начать делать, окружающая среда серьезно пострадает. Практически 99% потомства каспийского тюленя растут на льду на севере Каспийского моря. Но, к сожалению, по прогнозам ученых, если ничего не предпринимать, весь лед и вся северная часть Каспия исчезнет. Ежегодно уровень воды уменьшается на 6-7 сантиметров. Пострадает не только животный мир. Местная экономика будет под угрозой, ведь она напрямую связана с морской торговлей и рыболовством. Озеро Чад. Это древнее реликтовое озеро находится в Африке, на границе Камеруна, Чада, Нигера и Нигерии. В 60-х годах 20 века площадь Чада была 26 тысяч квадратных метров. Чад находится практически в самом засушливом месте нашей планеты, но основная причина его пересыхания – существенное увеличение количества воды, необходимой для хозяйственных нужд. Еще одна причина – это засорение твердого стока рек, которые впадают в Чад, и изменение климата в этом регионе. Еще Николай Гумилев восхищался красотой этого озера и даже написал стихи об озере Чад. Сегодня это озеро может исчезнуть. Для озера характерно колебание уровня воды. Иногда случались естественные высыхания, но со временем все приходило в норму. Сегодня все изменилось из-за вмешательства человека. Число местного населения увеличивается, потребность в пище возрастает, местное население все больше использует воду из озера для орошения полей. Если озеро высохнет, это станет настоящей экологической катастрофой, ведь в озере обитает африканский ламантин, который находится на грани исчезновения. К озеру постоянно прилетают множество птиц и приходят животные. Для местного населения наступит гуманитарная катастрофа, если озеро исчезнет. Озеро Урмия. Это бесточное соленое озеро, которое находится в Иране на Армянском Нагорье. Раньше оно занимало территорию 140 километров с юга на север и 85 километров с востока на запад. В 1984 году площадь озера Урмия составила 6 тысяч квадратных километров. На сегодня его площадь сократилась до 2000. Ученые полагают, что основная причина уменьшения озера – неразумное использование воды для ирригации, постройка плотины на реках, питающих озеро, а также сильная засуха в этом регионе. Еще 6 лет назад, по оценкам специалистов, это озеро должно было стать болотом, поэтому его судьба сейчас под большой угрозой. Площадь Урмии уменьшилась более чем на 70%. Урмия – озеро бесточное, поэтому уровень воды снижается из-за испарения.
13 рек, питающих озеро за последние годы, серьезно высохли. Еще уровень воды снижается из-за небольшого количества дождей, понижения грунтовой воды и повышения температуры в этом районе. Сегодня экосистема озера находится под угрозой. Уменьшение воды превратило озеро в солончак. Это не может не отразиться на флоре и фауне биосферного заповедника озера Урмия. Большое соленое озеро. Это озеро находится в США в штате Юта. В честь этого озера была названа столица зимних Олимпийских игр в 2002 году – Солт-Лейк-Сити. Раньше, более 30 тысяч лет назад, озеро занимало площадь 58 квадратных километров. Сегодня озеро стало солончаком и занимает территорию всего 6 тысяч квадратных километров. Уровень воды в котором зависит от сезонности. Ученые, экологи и местные власти пытаются сохранить озеро, но в 2016 году специалисты дали неутешительные прогнозы, что уровень воды постепенно уменьшается. Озеро Фагибин. Озеро, находящееся в Мали, в 20 веке было одним из крупнейших озер в Западной Африке. В регионе процветало рыболовство, животноводство и сельское хозяйство. Площадь озера составляла 600 квадратных километров. Долгие засухи и нерациональное использование воды привело к тому, что к 1990 году это озеро практически высохло. За последние десятилетия озеро потихоньку восстанавливается и благодаря регулярным осадкам восстановилось на 7%. Озеро Солтон-Си. Озеро Солтон-Си находится в Калифорнии. Еще в начале 20-го столетия его площадь составляла 888 квадратных километров. Это был своеобразный оазис среди пустыни Сонора. Здесь обитали более 400 видов птиц, и озеру было присвоено звание природного заповедника. Наступивший период сокращения осадков совпал с развитием прибрежных зон. Также на качество воды в озере оказывал влияние сток удобрений и химикатов с полей по соседству. Все это привело к тому, что к началу 2000-х годов вода в озере стала на четверть солонее, чем вода Тихого океана. Все это не могло не сказаться на количестве популяции организмов, обитающих в озере. На сегодня озеро Солтон-Си и дальше продолжает испаряться, нанося вред здоровью людей. Ученые полагают, что такими темпами озеро сократится на 60%, а за 15 лет соленость в озере увеличится втрое. Чтобы предотвратить экологическую катастрофу, Калифорния уже инвестировала почти 400 миллионов, чтобы сохранить озеро. Так, из реки Колорадо было закачано в Солтон-Си около 100 миллионов квадратных метров воды. Каждый случай высыхания водоемов разный, но имеет общие черты. Как видим, без антропогенной деятельности человека не обошлось. И если с природными катаклизмами водоемы справлялись и восстанавливались, то деятельность людей несет в себе необратимые последствия. Водные артерии-убийцы – самые грязные реки планеты. Трудно себе представить, но всего 10 самых грязных рек мира несут в своих водах 90% всего пластика, попадающего в мировой океан, нанося огромный вред всему живому. Этот своеобразный хит-парад состоит из крупнейших рек планеты. Их главная отличительная особенность – высокая численность населения, проживающего на их берегах, что и влияет на качество воды в этих водных артериях. Мы составили перечень, куда входят самые загрязненные реки мира. Янцзы, Китай. Янцзы – самая длинная и многоводная река Евразии, третья река в мире по полноводности и по длине. Протекает на территории Китая, имеет длину около 6300 километров. Площадь бассейна – 1 808 500 километров квадратных. Бассейн Янцзы покрывает примерно пятую часть территории Китая. Там проживает около трети всех жителей страны. По статистике, эта река переносит 1,5 миллиона тонн пластика ежегодно. Хайхэ, Китай. Хайхэ, река на востоке Китая, образуется при слиянии рек Байхэ, Вайхэ, Цзияхэ и Дацинхэ. От устья до впадения в Бахайский залив Желтого моря река Вэйхэ имеет длину 102 километра, а от ее истока насчитывает 1090 километров. Всего в бассейне Хайхэ проживает около 11% населения Китая и расположено 10% пахотных земель страны.
поэтому на хозяйственные нужды используется до 70% речного стока. В настоящее время Хайхэ является второй самой загрязненной рекой Китая. В последние годы из-за роста городов и промышленности в бассейне реки Хайхэ ее объем сильно уменьшился. Множество мелких и часть крупных притоков практически пересохли, что еще больше усиливает степень загрязненности реки в низовьях. Хуанхэ, Китай. Хуанхэ – одна из крупнейших рек Азии, протекающая в Китае. В переводе с китайского языка ее название звучит как «желтая река», что связано с обилием наносов, придающих желтоватый оттенок ее водам. Размывая Лёсовое плато и Шансийские горы, Хуанхэ ежегодно выносит 1,3 миллиарда тонн взвешенных наносов, занимая по этому показателю первое место среди рек мира. Интенсивное отложение наносов в нижнем течении повышает русло, которое расположено на высотах от 3 до 10 метров выше прилегающих равнин. В целях защиты от наводнений Хуанхэ и ее притоки ограждены масштабной системой дамб, суммарная длина которых составляет около 5000 километров. Меконг. Разные страны. Меконг – река в Китае, Мьянме, Лаосе, Таиланде, Камбодже и Вьетнаме. Частично образует границу Лаоса с Мьянмой и Таиландом. Самая большая на полуострове Индокитай. Длина около 4500 километров, площадь бассейна 810 тысяч километров квадратных. Реки и озера бассейна Меконга богаты рыбой, главным образом из семейства карповых. Много водоплавающей птицы, сохранились речные дельфины, крокодилы, преимущественно в Камбодже. Чжуцзян, Китай. Чжуцзян – третья по длине река Китая после Янцзы и Хуанхэ, имеет длину около 2200 километров. По полноводности занимает второе место, уступив только Янцзы. На реке Чжуцзян развит жемчужный промысел, который и дал название реке. Изначально оно относилось только к судоходному рукаву дельты реки Сицзян, на котором расположен Гуанчжоу, но потом название «Жемчужная река» стали использовать для всего бассейна реки Сицзян. Инд. Китай, Индия, Пакистан. Инд – крупная река в Южной Азии, берет начало на территории Китая в Гималаях и протекает большей частью по территории северо-западной Индии и Пакистана. Длина Инда – 3180 километров, площадь бассейна – 980 тысяч квадратных километров. На реке наблюдается такое уникальное явление, как поступление морской воды в реку. При этом соленая вода проходит до 75 километров вверх по течению. Отсутствие пресной воды и поступление морской привело к уничтожению больших площадей сельскохозяйственных угодий. Несколько поселений у побережья прекратили свое существование. Несколько сотен тысяч людей вынуждены были сменить место жительства. Сильная волновая энергия, присущая водам дельты Инда, вкупе с прекращением поступления наносов, вызывает опустынивание и деформацию береговой линии. Ганг. Индия и Бангладеш. Ганг – одна из самых полноводных и длинных, 2700 километров, рек Южной Азии. Площадь бассейна реки – 1 миллион 60 тысяч километров квадратных. Река активно используется для орошения. Бассейн Ганга площадью более 1 миллиона километров квадратных является одним из наиболее густонаселенных регионов Земли. Судоходство на реке сейчас несколько усложнилось и возможно лишь от устья до города Канпур на плоскодонных лодках. Ганг является главной водной артерией Бенгалии и северо-восточных штатов Индии, часто рассматривается как символ всей страны. Амур, Россия и Китай. Амур – река на Дальнем Востоке, в Восточной Азии, протекает на территории России и границы России и КНР. Длина 2824 километра от слияния Шилки и Аргуни. По площади бассейна 1855 тысяч километров квадратных Амур занимает 4-е место среди рек России после Енисея, Оби и Лены и 10-е место среди рек мира. В реке фиксируется превышение ПДК по фенолу, нитратам и микробиологическим показателям. Нил. Разные страны.
Нил – река в Африке, одна из величайших по протяженности речных систем в мире. Водная система Нила считается самой длинной на Земле. Площадь бассейна реки Нил составляет 349 тысяч километров квадратных. В дельте и долине Нила проживает почти все население Египта и базируется почти вся экономика этой страны. Крупнейшими городами на реке являются Каир, Хартум, Асуан, Александрия. Воды реки используются для орошения и производства электроэнергии. Нигер – разные страны. Нигер – важнейшая река в Западной Африке, длина 4180 километров, площадь бассейна 2 117 700 километров квадратных, третья по этим параметрам в Африке после Нила и Конго. Наиболее плодородны земли во внутренней дельте и устьевой дельте реки. Река переносит в год 67 миллионов тонн ила. Судоходство на реке развито лишь на некоторых участках, особенно от города Ниамей до впадения в океан. В реке обитает большое количество рыбы – окунь, карп и другие, поэтому среди местных жителей развито рыболовство. Если вы пришли на пляж и увидели там табличку «Купаться запрещено», то лучше не пренебрегать этой информацией. А для того, чтобы не потратить бесценное время отпуска впустую и точно знать, куда лучше не ехать или, наоборот, поскорее взять билеты, мы предлагаем вам топ самых опасных и необычных пляжей в мире. А если вы вдобавок еще и любитель экстрима, то данный ролик поможет вам выбрать место с самым лучшим пляжным адреналином. Поехали! Пляж Чандипур, Индия. Это место является одним из самых зрелищных пляжей в мире. Находится он в Восточной Индии. Огромную популярность ему принесло обычное явление – отлив. Но не все так просто. И дело в том, что каждый раз во время отлива вода оголяет берег на расстоянии 5 километров. Если быть в нужное время на пляже, то можно в буквальном смысле догонять морскую воду. Во время отлива многие туристы начинают изучать морское дно, где можно найти различные ракушки и небольших крабов. Весь пляж окружен песчаными дюнами и растительностью. Прилив происходит дважды в день, во время которого можно купаться. Так что вперед на поиски затонувших сокровищ. Стеклянный пляж, Калифорния. А это один из самых красочных пляжей в мире. Находится он в национальном парке Маккеркера в Калифорнии. Во всем пляже вместо песка лежит огромное количество отшлифованных водой стекол. Местные жители многие годы использовали этот пляж как свалку. Выбрасывали бытовые отходы, старую бытовую технику, автомобили, стекло. В 1967 году власти закрыли пляж и несколько раз проводили работы по его очистке. Но мелкие осколки стекла убрать трудно. Их отполировало море, и через десяток лет берег был усыпан миллионами разноцветных камушков-стекляшек. Собирать стекла на пляже запрещено, но их можно приобрести в различных будках за символическую цену. Палящее солнце придает этому месту изумительный и просто фантастический вид. Во время прогулки создается впечатление, что под ногами не что иное, как изумруды и сапфиры. Необычное и красивое место. Атолл Бикини, Маршалловы острова. Пришло время немного разбавить наш прекрасный список. Этот небольшой атолл в Тихом океане знаменит не только тем, что дал название купальнику, эффектным появлением в котором прославилась Бриджит Бардо в фильме «И Бог создал женщину». За красивым названием скрывается страшная история. В период с 1946 по 1958 США использовали остров для испытаний атомной и водородной бомб в рамках операции «Перекрестки». В ходе испытаний 1 марта 1954 года остров почти полностью подвергся разрушению. Впоследствии же более 800 жителей Тихоокеанского атолла умерли от различных онкологических заболеваний, вызванных ядерными испытаниями. Уровень радиации здесь до сих пор выше нормы, средняя доза внешнего облучения составляет около 3,8 рентген в час. Но, тем не менее, многие полагают, что некоторые пляжи Бикини вполне пригодны для отдыха. Туристов со всего света привлекает изолированность ядерного острова. В
Впрочем, попасть на атолл не так уж и просто. Либо в составе Центральной Тихоокеанской экспедиции погружений, либо в качестве туриста, заказав тур на официальном сайте Бикини. И лучше не ходить за пределы предлагаемых зон отдыха, иначе рискуете начать светиться в темноте. Пляж Нью-Смирна, США. Еще один из пляжей США, расположенный во Флориде, по праву снискал славу самого несчастливого курорта штата. В 2010 году там было зафиксировано 640 столкновений различных плавательных средств, 68 из которых закончились смертью. Самое большое количество несчастных случаев на воде, зарегистрированных когда-либо на пляжах США. Специалисты объясняют это сильной переполненностью пляжа. У спасателей и водного патруля просто нет возможности за всеми уследить. Кроме того, Нью-Смирна опасен из-за частых вспышек молний. За последние 50 лет от удара молнии здесь погибли 459 человек. По словам сотрудников службы безопасности, люди на пляже являются самыми высокими точками. А это значит, что во время гроз они априори становятся мишенями для разрядов. Помимо всего перечисленного выше и вне зависимости от погоды, отдыхающие на пляже Нью-Смирна еще и мишени для акул. Прошлым летом 13 человек было укушено, и, к счастью, лишь один случай оказался смертельным. Поэтому неудивительно, что эвакуация людей с последующим многодневным закрытием территории на этом пляже довольно частое явление. Вот так местечко. Пляж Копакабана, Бразилия. Легендарный бразильский пляж Копакабана, расположенный в Рио-де-Жанейро, тоже входит в число самых опасных для посещения. Опасаться здесь следует не акул и диких животных, а обычных преступников. Каждый день на побережье жертвами грабителей становятся десятки людей. Отправляясь на многолюдный пляж, не стоит брать с собой абсолютно никаких ценных вещей. Тем, кто отдыхает на пляже в одиночестве, крайне не рекомендуют оставлять на побережье без присмотра даже личную одежду и полотенца. Их легко могут украсть. Протяженность пляжа довольно большая и составляет порядка 4 километров. Вдоль него проходит невероятно красивая набережная Авенида Атлантика со множеством уютных ресторанчиков и магазинов. Сложно и представить, что за последние десятилетия этот район отличился не только активно развивающейся инфраструктурой, но и расцветом нелегальной деятельности. Наркотики, проституция, огромное количество мошенников и карманных воров. Вот лишь несколько не самых лучших отличительных особенностей популярного бразильского пляжа. Так что во время отдыха не стоит общаться с незнакомыми людьми и заключать с ними какие-либо сделки. На пляж с собой следует брать как можно меньше ценных вещей и ни в коем случае не оставлять их без присмотра. Тиви и Квинсленд, Австралия. Об австралийских пляжах тоже всегда было известно, что они относятся к самым опасным на планете. Акулы для Австралии — это обычное явление, ими уже никого там не удивишь. Но северное побережье славится многочисленными несчастными случаями. На бедных туристов нападают агрессивные кубомедузы. Их оружие — это сильнодействующий яд. Жертва этих хищников получает мощнейший ожог. Но не это самое страшное. Через 2 минуты после поражения, к сожалению, летальный исход неминуем. Эти кубомедузы коварны еще и тем, что в воде они почти невидимы, и заметить их сложно. Они обитают в основном в Арафурском и Тиморском морях, которые и омывают Тиви и Квинсленд. Этих ядовитых кубомедуз уже давно прозвали морскими осами. Пляж Кейбл, Австралия. Еще один австралийский пляж Кейбл, который получил статус опаснейшего из-за обитающих на его территории крокодилов. Пляж Кейбл считается важной природной достопримечательностью и славен своими футуристическими пейзажами. Но прогуливаться по некоторым районам пляжа без сопровождения проводника строго запрещено. В соответствии с австралийским законодательством охотиться на крокодилов нельзя. По утверждению специалистов, это и есть главная причина участившегося нападения этой рептилии, угрозы для жизни и для детей, и для взрослых. Но власти остались неприступны. Таким образом, за 25 лет установлено 10 случаев с летальным исходом, а количество различных увечий, сделавших из людей инвалидов, просто не перечесть. Так что 10 раз подумайте, хотите ли вы в подобные места.
Пляж на острове Ваатху, Мальдивские острова. И чтобы немного отвлечься от страшных мест, давайте перенесемся поближе к сказке. Далеко не каждый пляж может похвастаться своей красотой в ночное время, но все же есть одно чудесное место, берега которого окрашиваются тысячами огней исключительно ночью. Благодаря биолюминесценции, химической реакции в организме неких живых существ, энергия в их теле высвобождается в форме света. Кажется, что в волнах прячется весь небосвод над Мальдивами. Как говорится, Мальдивы — это Мальдивы. Пляж горячей воды. Новая Зеландия. А вот и еще одно расслабляющее и успокаивающее место, которое можно считать геотермической достопримечательностью. Находится оно в Новой Зеландии, на полуострове Коромандель. Во время интервала между отливом и приливом морская вода просачивается в песок благодаря нескольким подземным источникам. Желающие принять ванны в природном джакузи могут выкопать в песке яму и наслаждаться теплой водой. В самый разгар пляжного сезона многие семьи приходят на пляж с лопатами, чтобы расслабиться всей семьей в геотермальной воде. Принцип работы таков: чем глубже будет вырыта яма, тем горячее будет в ней вода. Если вода слишком горячая, то ее можно разбавить с водой из океана, поэтому такие источники лучше создавать ближе к берегу. При приливе следует соблюдать меры предосторожности. Обычно такая созданная ванна смывается во время прилива, и нужно следить, чтобы дети были вдали от берега в такие моменты. Пляж Пуналу, Гавайи. И еще одно удивительное место. Это не просто пляж, а целый парк, посвященный аномалии черного песка. Цвет пляжа образовался благодаря лавовым потокам, которые охлаждались в океанских волнах. На этом острове есть не один черный пляж, но другие непригодные к пребыванию людей ввиду остроконечных скал и камней. А на пляже Пуналу время и волны поработали более основательно и перетерли твердый базальт в мельчайший песок. Этот пляж нравится не только любителям экзотики, но и зеленым морским черепахам, которые здесь тоже потемнели. Черепахи охраняются законом и людьми, причем не только на словах. Их запрещено убивать, а места кладки яиц отслеживаются, заботливо огораживаются и обвешиваются табличками «Яйца не беспокоить». Вот такие они, гавайцы, сплошные природолюбцы. Хайамс, Австралия. И, как положено, где есть инь, там есть и янь. Белый пляж Хайамс расположен в бухте Джарвис в австралийском Новом Южном Уэльсе. Он был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как пляж с самым белым песком в мире. И правда, издалека, когда смотришь на берег, кажется, что он из взбитых сливок или сахарной пудры. Песок на пляже считается самым мелкозернистым и на вид и ощупь напоминает муку. Он настолько ослепительно белый, что даже в сумерках песок посвечивается. Поистине удивительное место, подаренное человеку природой. Наш мир все еще очень слабо изучен. Свидетельством тому можно считать постоянно прибавляющиеся открытия видов разных существ планеты. И чем глубже мы исследуем нашу планету, тем больше необычных существ находим. И, конечно же, местом, где изобилие открытых видов остается просто невообразимым, остается наш океан. Самые необычные и удивительные виды рыб поражают своим разнообразием. Не верите? Тогда смотрите сами. Каламаихт – это длинная змеевидная оливково-кофейная рыбка родом из Западной Африки. Ее длина достигает 30 сантиметров при толщине не более пальца. Мордочка рыбки похожа на китайского дракона. Вид является последним выжившим представителем древних рыб, которые жили еще на заре динозавров в триасовом периоде. Многие путают ее со змеей, увидев впервые, но это именно рыба. Каламаихт склонна к побегам. Если вы решили завести ее в своем доме, то важно, чтобы аквариум был полностью закрыт, так как для совершения побега ей будет достаточно и небольшой щели. Рыба-капля – весьма необычная форма и у рыбы-капли, которая относится к глубоководным рыбам. Ее можно видеть в тропических водах на глубине около 300 метров. Внешний вид, о котором все знают, действительно ужасен. Однако в своей естественной среде обитания эта рыба не так уж и уродлива. Расцветки у данных рыб самые разнообразные и зависят от цвета родного коралла, где они обитают. Удивительно, что рыба-капля способна ходить по дну на плавниках, как наземные
обращенные четвероногие, ожидая, что добыча сама приплывет к ней. Ее желеобразное тело имеет мягкие кости и очень слабые мышцы, поэтому, когда она попадается в сети и достается на поверхность, декомпрессия заставляет ее расширяться и вызывает расслабление кожи, искажая черты. А на суше или на палубе лодки обрюзгшая ткань рыбы не удерживает своей структуры тела, поэтому она превращается в бесформенную массу, очень похожую на выброшенную медузу. Луна-рыба. А это открыто в 1759 году. Рыба-луна имеет сжатое с боков тело, чрезвычайно высокое и короткое, что придает ей крайне странный вид. Она напоминает по форме диск. Кожа рыбы-луны толстая и эластичная, покрыта мелкими костными бугорками. Часто можно увидеть луну-рыбу, лежащую на боку на поверхности воды. Взрослая луна-рыба очень плохой пловец, не способный преодолеть сильное течение. Питается планктоном, а также кальмарами, личинками угрей, сальпами, грибневиками и медузами. Может достигать гигантских размеров в несколько десятков метров и весить 1,5 тонны. До настоящей Луны далеко, но на маленький метеорит вполне потянет. Плащеносец. Эти акулы внешне значительно больше напоминают странную морскую змею или угря, чем своих ближайших сородичей. У плащеносной акулы жаберные отверстия, которых насчитывается по 6 с каждой стороны, прикрыты кожными складками. При этом перепонки первой жаберной щели пересекают горло рыбы и соединяются между собой, образуя широкую кожную лопасть. Наряду с акулой домовым является одной из самых редких акул на планете. На сегодня известно не более сотни экземпляров этих рыб, и изучены они крайне плохо. Волосатый морской черт. Еще одни странные и страшные рыбы, открытые в 1930 году и обитающие на глубоком дне, где нет солнечного света от 1 километра и глубже. Для приманки обитателей морских глубин используется специальный светящийся нарост на лбу, характерный всему отряду удильщикообразных. Благодаря особому метаболизму и крайне острым зубам он может есть все, что попадется, даже если жертва в разы больше и тоже является хищником. Размножается не менее странно, чем выглядит, и питается. Ввиду необычно суровых условий и редкости рыб, самец в 10 раз меньший за самку прикрепляется к плоти своей избранницы и передает все необходимое через кровь. Довольно необычно. Лиственный морской дракон. Первый вопрос, который возникает у большинства людей при виде этого существа: что это такое? Лиственный морской дракон относится к семейству морских коньков. Его также называют тряпичником из-за его необычного тела, действительно напоминающего тряпку. Однако на дракона он тоже похож за счет своей изогнутости. Лиственный дракон совершенно безобидное животное. Максимум, что он может сделать, спрятаться в водоросли и замаскироваться под них. Необычность одной из самых красивых рыб в мире также обусловлена ее питанием. Дракон просто засасывает всех мелких рыб и креветок вокруг себя, поэтому часто к нему в рот попадают различные водоросли и даже мусор. Бочкоглаз. Странная рыба с прозрачной головой мало изучена на сегодняшний день, потому представляет собой большой интерес. Любые попытки ученых достать бочкоглаза из воды заканчивались крахом. Рыбья голова просто лопалась при контакте с воздухом. Однако благодаря глубоководным аппаратам все же удалось сделать некоторые заключения об особенностях этой рыбы. Бочкоглазы очень малоподвижны и могут подолгу застывать на одном месте. Глаза их находятся внутри головы и позволяют видеть все, что находится над рыбой, даже когда она плывет в горизонтальном направлении. Когда макропинна замечает жертву, он делает резкий рывок снизу вверх. Другой способ охоты — дождаться, пока жертва сама спустится сверху вниз и попадет на уровень рта охотника, а затем неожиданно схватить ее. Чтобы добыча оставалась в поле зрения, глаза разворачиваются из вертикального в горизонтальное положение. Рыба анабас. Рыба анабас. В отличие от предыдущих участников рейтинга, анабас не отличается необычным внешним видом. Он не светится в темноте и не имеет метровых плавников. Все дело в том, что эта рыба просто обожает лазить по деревьям. Твердые плавники с жесткой чешуей на суше выполняют функцию ножек и позволяют анабасу взбираться на камни и деревья. Анабас обитает в пресной воде, селится в реках, небольших озерах и, как бы это дико ни звучало, на
на рисовых полях. Психоделическая рыба-лягушка. Самая необычная черта этой рыбы – стиль ее передвижения. По принципу реактивного двигателя она раздувается и со всей силы выталкивает через жабры воду. Тем самым она напоминает лягушку, скачущую по дну океана, ну или теннисный шарик. А еще у нее есть лапы, которые тоже помогают в передвижении по дну. У психоделической рыбы нет чешуи, поэтому защищаться от царапин ей помогает густая слизь, обволакивающая все ее тело. Еще одной необычной отличительной чертой этого загадочного существа является ее яркая полосатая окраска. Действительно гипнотическое воздействие. Сельдяной король. Сельдяной король или рыба-ремень. Самая длинная особь этого вида, официально зарегистрированная, достигала 11 метров. Максимальная подтвержденная масса рыбы-ремня – 272 килограмма. Норвежские рыбаки назвали рыбу так за то, что она часто встречалась в косяках сельди. На ее голове из спинного плавника растет образование, которое похоже на корону. Благодаря длинному телу сельдяной король стал прообразом мифа о морском змее с лошадиной головой. Моряков пугало 10-метровое чудище, корону которого принимали за гриву. Мясо ремень рыбы не нравится даже животным, поэтому ловят сельдяного короля скорее ради спортивного интереса, чем ради наживы. Голубой зубастый терпуг. Свое название эта странная рыба получила не просто так. Широкий рот терпуга усеян множеством острых зубов. На разных этапах взросления терпуги достигают в длину от 40 до 75 сантиметров, а самые крупные особи вырастают аж до 1,5 метра. Водится зубастый терпуг в Тихом океане исключительно вдоль западного побережья Северной Америки, от Аляски на севере до Калифорнии на юге. Главная особенность этой рыбы – синий цвет мяса. Филе зубастого терпуга чаще всего бирюзовое, иногда с уклоном в синеву, а иногда по оттенку ближе к зеленому. Виной тому природный краситель биливердин. Любопытно, что столь необычный цвет свойственен только молодняку. Самцы терпуга живут 14 лет, а самки все 25 лет. Чем взрослее становится рыба, тем белее ее мясо. Во время приготовления в пищу синий цвет рыбьего филе исчезает совсем. Большерот. Большерот обитает в Тихом, Атлантическом и Индийском океанах на глубине от 500 до 3000 метров. Тело большерота длинное и узкое, внешне напоминает тугря 60 сантиметров, иногда до 1 метра. Из-за гигантской растягивающейся пасти, похожей на сумку клюва у пеликана, имеет второе название рыба-пеликан. Длина пасти составляет практически 1/3 от общей длины. Остальная часть – тонкое тело, переходящее в хвостовую нить, на конце которой располагается светящийся орган. У большерота нет чешуи, плавательного пузыря, ребер, анального плавника и полноценного костного скелета. Их скелет состоит из нескольких деформированных костей и легких хрящей, поэтому эти рыбы достаточно легкие. Из-за плохо развитых плавников эти рыбы не могут быстро плавать. Благодаря размерам пасти эта рыба способна заглотить добычу, превышающую ее в размерах. Поглощенная жертва попадает в желудок, который способен растягиваться до огромных размеров. Рыба-камень. Уже из названия понятно, что это существо обладает отнюдь непривлекательной внешностью. Кроме того, оно еще имеет и ядовитые шипы на спине. В окраске преобладают темные коричневые цвета. Все тело покрыто наростами. Голова крупная, с еле заметными глазками и большим ртом. Рыба-камень небольшая, вырастает до 50 сантиметров, является хищником. Она поедает мелких рыб и ракообразных, которые имели неосторожность подплыть слишком быстро, потому что самостоятельно догнать добычу не в состоянии. Ведет малоподвижный образ жизни, предпочитает зарываться в песок и ждать, когда пища сама попросится в рот. Чаще всего обитает на мелководье Красного моря и водах Индонезии. Интересно то, что рыба-камень способна менять свой кожный покров несколько раз за свой жизненный цикл. Кстати, рыба опасна и для человека. При незначительной угрозе она поднимает спинные шипы, и благодаря неброской внешности ее сложно заметить. Токсины, содержащиеся на шипах, поражают человека, вызывая болевой шок, а иногда и остановку сердца. Нетопырь Дарвина. Ближайшая родня этих милашек – жуткие глубоководные монстры-удильщики. В отличие от удильщиков, нетопыри пасутся на глубине в 30-120 метров. Грудные и брюшные плавники преобразованы в подобие конечностей, на которых рыба путешествует между камней и питается мелкими
мелкими беспозвоночными, живущими в песке. Обитает этот вид близ Галапагосских островов, где Дарвин путешествовал и открывал новые виды. Красногубую красотку он не отыскал, зато ихтиологи, обнаружившие это существо в середине 20 века, решили уважить ученого, назвав чудо-юдо в его честь. Как и все удильщики, нетопырь — хищник. А еще у него есть удочка эска, крохотный вырост, которым рыба пользуется весьма хитро. Биологи нашли в желудке нетопыря моллюсков, которые почти все время проводят в песке. Чтобы выманить обед, нетопырь трясет эской и выделяет в воду ароматы падали. На этот дивный запах и клюет добыча. А красочные губки — обязательный элемент во время периода размножения. У кого они ярче, тот и самый привлекательный. Все как и у людей в Инстаграме. Белуга альбинос. А вот самую дорогую икру в мире производит белуга альбинос – большая осетровая рыба, которая живет в Каспийском море. Вес такой белуги может достигать 1 тонны. Ее икра называется алмаз, что в переводе означает бриллиант. И не зря, потому что она золотисто-янтарного цвета. Икра белуги альбиноса ценится во всем мире, так как икрометание особей данного вида происходит раз в 100 лет. За небольшую порцию икры в 100 грамм покупатели готовы отдать до $2500. В Европе в год добывает не более 10 килограммов золотой икры, а очередь на покупку формируется на многие годы вперед. Так что если хотите прикупить себе баночку к какому-нибудь мероприятию, то лучше озадачиться этим заранее. Рыбка-мандаринка. И вот она, потрясающей красоты рыбка. При своих скромных размерах всего 6 сантиметров она просто купается во внимании поклонников. И это неудивительно, потому что расцветка у нее очень необычная и красивая. Только взгляните на эти краски. Обитает рыбка среди рифов, ведь не зря же она имеет столь яркую расцветку, помогающую раствориться среди многоцветия морской гряды и успешно охотиться. Встречается красавица в Японском море и Тихом океане. Азиатский овцеголовый губан. Ну а эта рыба проживает на территории японских островов и не отличается ни яркостью, ни милым лицом. У овцеголового губана голова очень странной формы, с увеличенным лбом и подбородком. На лице расположены пухлые большие губы и маленькие глаза. Голова рыбы напоминает выпуклую картофелину, что придает ей одновременно смешного и сурового вида. Губаны живут долгую интересную жизнь, так как вначале они рождаются самками, а после того, как произведут на свет икринок, меняют свой пол на мужской. Вот такие они самые необычные и удивительные рыбы Мирового океана. Конечно, можно найти еще множество уже открытых видов, которые будут выглядеть гораздо страшнее. Или же отправиться в экспедицию и обнаружить новых представителей подводного мира. Но для этого нужно создавать передачу не на 1 час. А если вы хотите быстро удивить кого-то из ваших знакомых, то обязательно покажите им этот короткий ролик. Кто из нас не мечтал иметь домик у моря? Как мы с нетерпением ждем отпуска, чтобы съездить на море и насладиться ярким солнышком и пенными волнами. Но многие моря на нашей планете не так приветливы и ласковы, как кажутся на первый взгляд. Огромные ядовитые медузы, подводные хищники, необъяснимые явления, опасные течения – это лишь малая часть возможных причин, по которым вам не захочется купаться в большинстве морей. Саргассово море. Это море занимает площадь более 6 миллионов квадратных километров и окружено Атлантическим океаном. На море практически отсутствует ветер из-за того, что море расположено в зоне высокого атмосферного давления. Именно поэтому здесь пропало немало судов, которые просто не могли сдвинуться с места из-за полного штиля. Также ловушкой для кораблей становятся огромные плантации водорослей, которые затрудняют движение судна. Еще это море получило недобрую славу, ведь оно находится в таинственной зоне Бермудского треугольника, в котором пропало много кораблей и самолетов. Многие мореплаватели и по сей день стараются обходить это место стороной. Карибское море.
У большинства людей Карибское море ассоциируется с волшебной природой и бирюзовой водой. Это просто рай на земле. Здесь множество современных курортов, невероятно красивые ландшафты, окутанные тайнами и легендами о пиратах. Но всегда нужно быть начеку, ведь в Карибском море насчитывается более 600 видов представителей морской флоры. Здесь вы сможете наткнуться на ядовитых физалий. Эти существа выглядят невероятно, они переливаются множеством цветов и похожи на огромные пузыри. Но не вздумайте дотрагиваться до этих необычных созданий. Тут же получите дозу токсинов, которые впрыскиваются в кожу. Яд физалий очень похож на яд кобры. Тиморское море. Тиморское море занимает площадь около 430 тысяч квадратных километров. Оно омывает остров Тимор, часть Австралии и берега Индонезии. Акватория моря находится в зоне раскола тектонических плит. Именно поэтому глубина его не превышает 250 метров. Единственное место с огромной глубиной – это Тиморский жолоб, глубиной 3300 метров. Это наиболее подходящее место для зарождения сильных тайфунов. От бушующего циклона Трейси в 1974 году серьезно пострадал город Дарвин, а в 2017 году циклон Фрэнсис поразил всех своей мощью. Порывы ветра достигали 120 км в час. Такие погодные явления серьезно сказываются на работе нефтеперерабатывающих предприятий. Когда приближается ураган, всех сотрудников срочно эвакуируют на материк. Море Ирмингера занимает площадь около 780 тысяч квадратных километров. Это море известно своими мощнейшими бурями. В северной части моря пересекаются холодные и теплые течения. Именно поэтому здесь находится самая ветреная полоса соленой воды. Море Ирмингера по праву считается одним из самых штормовых мест нашей планеты. Океанологи особенно тщательно изучают это место из-за мощнейших течений и сильнейших ураганов. Еще ученых привлекает сложная топография морского дна. Особенно привлекло их внимание необычное явление – водопад, находящийся на дне Датского пролива высотой 4000 метров. По своей мощности этот подводный водопад превышает Ниагарский. Мертвое море. Мертвое море омывает берега Израиля, Палестины и Иордании. Оно расположено ниже уровня Мирового океана на 430 метров. Показатели минеральных солей здесь почти в 9 раз больше, чем в Средиземном море – 350 грамм на литр воды. Именно поэтому в Мертвом море нет живых существ. Это море идеально для оздоровления, но не все так просто. Вы можете получить ожоги, находясь более 20 минут в воде. Также ни в коем случае нельзя глотать воду из Мертвого моря. Рискуете получить отравление и проблемы с органами мочевыделительной системы и сердечно-сосудистой. Еще одна серьезная проблема – внезапно образовывающиеся провалы береговой зоны, которые невозможно спрогнозировать или угадать. Южно-Китайское море. Южно-Китайское море представляет собой огромный водоем площадью более 3,5 миллионов квадратных километров. Находится оно между Индонезией, Филиппинами, Брунеем и Индокитаем. Это море таит в себе угрозу в виде медуз, которых называют морские осы. Эти существа практически невидимы в воде, но их щупальцы полны сильнейшего яда нейротоксина. Зимой в море бушуют обратные течения, перпендикулярные берегу. Эти течения настолько сильны, что с ними не справится даже опытный пловец. Здесь часто бывают ураганы, которые влекут за собой огромные волны высотой до 4 метров. В 2017 году серьезный удар нанес тайфун Дамри. Скорость ветра достигала более 110 км в час. Особенно пострадали крыши зданий, которые разлетались на мелкие кусочки. Черное море.
Черное море является самым молодым морем на Земле. Его возраст 8000 лет. Каждый год на побережье Черного моря приезжают тысячи туристов с разных уголков планеты, которые и не догадываются, насколько оно опасно. Уже начиная с глубины в 200 метров находится толща сероводорода, которая весьма токсична. Именно поэтому только некоторые бактерии могут существовать на большой глубине. Все морские жители обитают в верхних слоях Черного моря, а практически 90% всего моря безжизненно. Черное море довольно спокойное, но имеет два мощнейших кругообразных течения, которые называются очками Книповича. Черное море отличается необычной структурой. Оно имеет несколько разных слоев, которые никогда не перемешиваются. Именно в верхнем слое, который богат кислородом, и обитают практически все живые существа. Его высота равна приблизительно 50 метрам. Так как Черное море почти изолировано от Мирового океана, уровень сероводорода здесь очень высок. Когда начинается сильный шторм, пары сероводорода могут подниматься на поверхность. Это очень опасно, ведь контактируя с воздухом, сероводород может спровоцировать мощный взрыв. Если такой взрыв произойдет, он будет эквивалентен падению астероида весом в половину Луны. Черноморский регион отличается повышенной сейсмической активностью. Сильное землетрясение может спровоцировать выброс огромного количества токсичных веществ, что в свою очередь вызовет кислотные дожди. Тысячи людей погибнут в такой катастрофе, а остальным придется переселиться подальше от моря. На известном курорте Коблева однажды произошел выброс ядовитых газов. Тогда погибло более 100 тонн рыбы. Максимум сероводорода находится на глубине в 200 метров. Там его уровень равен почти 10 мг на литр воды. По приблизительным подсчетам ученых, количество сероводорода в Черном море составляет более 3 миллиардов тонн. Это намного больше, чем в любом другом море нашей планеты. Еще одни исследования показали, что в Черном море содержится и огромное количество метана. Этот газ довольно редко выходит на поверхность, но все же случаи отравления морских обитателей были зафиксированы. В 1927 году после Крымского землетрясения газовое облако вырвалось на поверхность. Свидетели этого явления ощущали сильный запах сероводорода и видели огромное пламя над морем. Во время землетрясения была еще и гроза. Именно из-за нее произошло возгорание. Откуда же в Черном море огромное количество сероводорода? Некоторые ученые утверждают, что сероводород выделяется из разломов земной коры на самом дне Черного моря. Другие ученые считают, что сероводород в большом количестве образуется из-за гниения на дне органических останков. А так как циркуляция воды здесь довольно плохая, он там накапливается. Ученые полагают, что вред может наносить еще и органика Днепра, Дуная и других притоков Черного моря. Еще одна версия высокой концентрации сероводорода – наличие анаэробных сульфат-редуцирующих бактерий. На сегодняшний день специалисты, которые изучают эту проблему, весьма обеспокоены, ведь случаи выхода газов на поверхность участилось. Такие явления могут быть опасны как и для обитателей Черного моря, так и для жителей всего Черноморского побережья. Интересным вариантом решения этой проблемы был вариант использования сероводорода в качестве источника электроэнергии. Но, видимо, как это сделать, еще не придумали. Отдыхайте с умом. Не заплывайте далеко, а лучше плавайте вдоль берега. Любой водоем может быть опасен. Не стоит забывать об этом. Наша планета на 70% состоит из воды. На сегодняшний день около 95% водных просторов остаются малоизученными или неизученными вовсе. Основная масса всех существ, живущих в морях и океанах, обитают на глубине не более 50 метров. В Мировом океане живут множество удивительных существ, которые отлично себя чувствуют на огромной глубине. Им не мешают ни высокое давление, ни кромешная тьма, ни недостаток пищи, ни всего лишь пару градусов тепла. Особенности глубоководных существ определяются их условиями обитания.
Самое основное их отличие – упрощенная организация, плоское тело и длинные конечности. Здесь можно встретить иглокожих, моллюсков, ракообразных, планктонных организмов. Давайте знакомиться с самыми невероятными глубоководными жителями. Самая глубоководная рыба, обнаруженная в 2014 году на дне Марианской впадины, называется Псеудолипарис свирей или марианский морской слизень. Этот глубоководный обитатель является хищником и был зафиксирован на глубине 8200 метров. Его длина составляет около 10 сантиметров. Рыба-капля. Этот глубоководный обитатель уж очень отличается от обычных рыб и выглядит будто пришелец или монстр из фантастических фильмов. Размер рыбы-капли не более 30 сантиметров. Обитает она на дне океана рядом с Тасманией и Австралией. Эта рыба спереди имеет отросток, который очень напоминает нос человека, по бокам расположены глаза. Эта рыба практически не имеет мускулатуры и похожа на слизня. Ее образ жизни весьма схож с ленивцем. Рыба-капля медленно плавает, надеясь, что мелкая добыча сама попадет в ее открытый рот. А вот о своей безопасности это существо может не беспокоиться. Рыба-капля абсолютно несъедобна, тем не менее она находится на грани исчезновения. Акула из аниме. В 2018 году американские ученые обнаружили новый вид глубоководной акулы – Скуалус кларка. Эта рыба имеет огромные удивительные глаза, напоминающие пришельца или героя аниме. Свое название акула получила в честь Юджины Кларк, морского биолога, которая первая из женщин исследовала акул. Обитает такая акула в западной части Атлантики и в Мексиканском заливе. Ее длина около 70 сантиметров. Все 20 видов акул скуалус нуждаются в защите и в изучении. Японский краб-паук. Эти существа обитают у побережья Японии. Встретить их можно на глубине от 50 до 300 метров. Вес японского краба-паука может достигать 40 килограммов. Выглядят крабы весьма фантастично и устрашающе, ведь размах его лап составляет около 3 метров, а может достигать и 3-7 метров. Еще впечатляет то, что по предположениям ученых, эти удивительные существа могут жить до 100 лет. Морской нетопырь. Этот глубоководный житель по своему внешнему виду очень далек от обычных рыб. Он вовсе на них не похож и даже не умеет плавать. Тем не менее, морской нетопырь – это рыба, которая передвигается по дну благодаря своим плавникам, очень напоминающим ноги. Обитает эта рыба в теплых водах Мирового океана на большой глубине. Самые крупные особи могут достигать до полуметра в длину. Морской нетопырь – хищник, который приманивает мелкую рыбу благодаря луковице на голове, имеющей особый запах. На этот запах и приплывает рыбешка, ракообразные и черви. А нетопырь сидит в засаде. Когда добыча находится близко, нетопырь хватает ее. Плащеносная реликтовая акула. Эта акула обитает на глубине 1500 метров и поэтому практически не встречается с людьми. На мелководье лишь в 2007 году была найдена такая акула, которая через пару часов транспортировки умерла. Длина такой особи была 160 сантиметров. Ученые выявили сходство с вымершими предками времен динозавров. Зубатковые рыбы. Эта фантастическая рыба относится к семейству Анархишадидае. Обитает зубатковая рыба на глубине до 500 метров в скалистых глубинах. Особенность этого существа – оно может растягиваться до 1,5 метра в длину. У этих хищников крепкие зубы, которые помогают им дробить моллюсков, морских ежей и крабов. У зубатковой рыбы множество названий: дьявольская рыба, морской волк, волчий угорь, океанский сом, морской кот. Гигантская изопода. Это ракообразное существо можно встретить на дне Индийского, Тихого и Атлантического океанов на глубине от 170 до 2000 метров. Гигантская изопода питается падалью, мертвой рыбой, китами, кальмарами. Пищей для изоподы могут стать круглые черви, морские огурцы и губки, но могут и атаковать хищников крупнее себя. Гигантские изоподы самые крупные ракообразные. Их размеры объясняются низкими температурами, когда клетки организма увеличиваются и увеличивается продолжительность жизни. Эти существа растут всю свою жизнь, достигая в длину до 36 сантиметров. Самая крупная из изопод, которую удалось поймать, весила 1,7 килограммов и в длину достигала
76 сантиметров. Малоротая макропинна – это глубоководная рыба с уникальным анатомическим и довольно хрупким строением. Рыба имеет мягкую прозрачную голову и бочковидные глаза, сенсорные органы, которые могут выдвигаться и вращаться. Тихоокеанский пиявка-рот. Это существо обитает в Тихом океане на глубине до 1 километра. В случае опасности пиявка-рот способен выделять огромное количество слизи. Пиявка-роты – падальщики. Их часто можно увидеть на теле погибшего существа. Именно благодаря им морское дно не превратилось в помойку. Эти санитары очищают дно от трупов погибших животных. Обыкновенная луна-рыба. Эта рыба является самой тяжелой рыбой и занесена в Книгу рекордов Гиннесса с весом в 2235 килограмм, длиной 3 метра 100 сантиметров, высотой 4 метра 26 сантиметров. Эта рыба обитает на глубине до 850 метров и совсем не опасна для человека, несмотря на свои огромные размеры. Батизаурус. Это существо обитает на глубине от 600 до 3500 метров и относится к глубоководным ящероголовым. Это один из самых опасных глубоководных хищников, который пожирает все на своем пути. В длину батизаурус достигает 50-65 сантиметров. Даже язык этого существа имеет острые клыки. Сельдяной король или обыкновенная ремень-рыба. Эту рыбу можно встретить в Тихом, Индийском и Атлантическом океане. Самая крупная особь была занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Ее длина достигала 11 метров, а вес – 272 килограмма. Это почти несъедобная рыба. Даже животные часто отказываются от ее мяса. Рыба-гадюка является одной из самых страшных и безжалостных глубоководных хищников. Обитает на глубине 2800 метров. Ее зубы похожи на клыки, которые даже не помещаются во рту. Этот хищник на огромной скорости подплывает к своей жертве и вонзается в нее. Рыба-гадюка может проглотить рыбу крупнее себя благодаря растягивающемуся желудку. Она имеет светящуюся приманку на конце позвоночника, благодаря которой легко получает добычу. Гигантская сифонофора. Это существо представляет собой большую колонию организмов, которые называются зооидами. Если поднять сифонофор на поверхность, ее тело распадается на части, ведь скелет удерживается только благодаря огромному давлению. Именно поэтому невозможно было идентифицировать это существо, ведь пойманные сифонофоры похожи на капли желатина, в длину достигают до полуметра. Большерот. Эта рыба обитает на глубине 3000 метров и носит еще одно название – пеликановый угорь. Главная особенность – огромный рот, который превышает размеры тела рыбы. Это помогает большероту проглотить добычу большего размера, чем он сам. В длину достигает около 70 сантиметров. Акула домовой. С этой акулой можно встретиться на глубине до 200 метров. Из-за своего специфического внешнего вида эту акулу называют гоблин-акула. Самая крупная особь весила более 200 килограммов, а длина ее тела была 3 метра 80 сантиметров. Эта акула практически не изучена учеными, так как науке пока известно лишь 40 ее особей. Глубоководный морской черт. Это существо выглядит точно монстр из фантастического фильма. Науке известно более 200 видов морских чертей, которые обитают на дне Антарктического и Атлантического океанов. Морской черт приманивает добычу светящимся позвоночником. Благодаря большому рту он может проглотить добычу вдвое больше себя. Женские особи морского черта больше по размеру, а мужские особи по мере роста теряют способность переваривать пищу. Поэтому он вгрызается в тело самки и становится паразитом, распыляющим сперму и прикрепленным к самке. Кальмар-поросенок. Это существо обитает на глубине 100 метров и выглядит довольно мило. Они имеют практически прозрачное тело и светящиеся органы, которые называются фотофорами, и располагаются под глазами. Меланоцет Джонсона. Это существо обитает на глубине до 4,5 тысяч метров во всех океанах. Самка этой рыбы значительно крупнее самца и вырастает до 18 сантиметров, тогда как самец лишь до 3 сантиметров. Меланоцет имеет светящуюся приманку, которая напоминает удочку и помогает охотиться. Мокрица, пожирающая язык. Весьма пугающее и необычное существо, которое является ракообразным паразитом. Мокрицы цепляются к языку своей жертвы
к пятнистому люциану и высасывает всю кровь из языка. Когда язык атрофируется, мокрица становится новым языком и питается остатками пищи люциана. Люциану этот процесс практически не приносит дискомфорта. Он продолжает нормально существовать и дальше. Рыба-лев впервые была замечена на берегах Флориды в 90-х годах 20-го столетия. Эти рыбы представляют опасность для других видов, ведь они поедают все вокруг. Рыбы-львы имеют длинные шипы, защищающие их от хищников. Хотя хищниками для них являются такие же рыбы-львы, которые считаются каннибалами. Представляет серьезную опасность для людей, ведь их яд может стать смертельным для людей с болезнями сердца или с аллергическими реакциями. Длинноногий саблезуб. Этот монстр обитает на глубине до 5 километров, а мальки плавают недалеко от поверхности воды. Взрослые особи очень отличаются от мальков, что раньше ученые даже считали их разными видами. В длину хищный саблезуб вырастает до 18 сантиметров. Гигантский кальмар. Эти существа обитают на глубине более 2000 метров и в длину достигают до 10 метров. Максимальный вес известной науки составлял 495 килограммов. В среднем размер такого кальмара 8 метров. Они используют свои длинные щупальцы для ловли добычи. Кива хирсута. Это ракообразное существо обитает на глубине более 2 километров. Встретить его можно в Тихом океане. Кажется, что рак покрыт мехом, ведь все конечности и грудь этого существа покрыты щетинками. Удалось выловить всего лишь одну особь на глубине 2200 метров. Идиоканты. Эти рыбы живут на глубине до 4 километров. Длина самок в разы больше, до 40 сантиметров. Самцы достигают в длину до 7 сантиметров. Самки идиокантов являются хищниками. Они легко справляются с более крупной добычей, ведь их рот и желудок может растягиваться. Нижняя челюсть может выдвигаться вперед и опускаться вниз. Самцы этого вида вообще не едят, они существуют лишь для размножения. Хаулиоды. Эти существа обитают на глубине до 4000 метров. Они имеют отросток с фотофором для приманивания добычи. Они весьма схожи с идиокантами, и их рот и желудок могут растягиваться, что позволяет питаться далеко не каждый день. Черный живоглот. Обитает в субтропических и тропических водах океанов. Это существо способно заглатывать добычу целиком и гораздо больших размеров, чем он сам, благодаря растягивающемуся желудку. В длину живоглот достигает около 15 сантиметров. Гигантская амеба является одноклеточным организмом и обитает на глубине более 10 километров. В длину это существо достигает до 10 сантиметров и содержит ядовитые вещества – уран, ртуть и свинец. Гигантские амебы фильтруют и перерабатывают ил. Таким образом, другие организмы могут существовать на дне. Шестижабровая акула. Эту рыбу часто называют коровья акула из-за крупного телосложения. В длину достигает до 5 метров, опускается на глубину до 2500 метров, а ночью поднимается на поверхность в поисках добычи. Может питаться крабами, скатами, тюленями и другими акулами. Тихоходки. Эти беспозвоночные существа очень выносливы. Они легко приспосабливаются к любым условиям. Дно океана, лед, горячие источники. Тихоходки выживают даже после воздействия радиации, ультрафиолета и даже в открытом космосе. Все это возможно благодаря тому, что тихоходки могут впадать в анабиоз и удалять воду из тела. Их размеры уменьшаются, а тело покрывается восковой оболочкой. Кальмар-вампир. Этот глубоководный обитатель вполне комфортно себя чувствует на глубине более 3 километров. Этот кальмар сохранил в себе сходство со своими предками, которые жили более 300 миллионов лет назад. Гигантские трубочные черви. Эти беспозвоночные существа обитают на дне океана с высоким уровнем сероводорода. Они любят низкие температуры и полную темноту. Большая красная медуза. Это существо относится к семейству Ульмаридае. Эти существа отличаются большими размерами, до 1 метра в длину. Свои бледно-красные щупальца медуза используют для ловли добычи. Звездочет. Эти ужасающие внешние существа еще и очень опасны. Они имеют 2 ядовитых шипа, которыми поражают жертву, внезапно выныривая из песка.
Эти рыбы электрические, поэтому встреча с ними может закончиться очень плохо. Угорь-пеликан или угорь-гулпер. Это глубоководное существо редко попадает людям на глаза. Угорь-пеликан выглядит довольно странно и способен заглатывать добычу намного крупнее его самого. Гигантская акула или акула мегамата встречается крайне редко. Была обнаружена в 1976 году. Главная особенность этой рыбы – огромная пасть, позволяющая легко заглатывать мелкую рыбу и планктон. Химера. Этих рыб еще называют акулами-призраками. Встретить их можно на глубине до 2500 метров. Сейчас науке известно 50 видов химер. Они имеют ядовитые шипы для защиты. Питаются химеры в основном иглокожими и моллюсками, другими рыбами или даже своими сородичами. Как видите, глубоководный мир весьма разнообразен, местами пугающий и даже фантастический. На большой глубине обитает огромное количество существ, от безобидных до самых опасных. Этот подводный мир так и остается малоизученным в силу невозможности человека так просто добраться на огромную глубину. Будем надеяться, что современные технологии и последние разработки ученых позволят в скором времени лучше изучить этот удивительный глубоководный мир. На Земле существует множество опасных уголков, которые лучше избегать под любым предлогом. Так, сегодня мы поговорим о 6 страшных и опаснейших в мире островах, с которыми связано много легенд, загадок и страшных событий. Эти острова боятся посещать абсолютно все путешественники, и правильно делают. Итак, представляем вашему вниманию 6 опаснейших островов. Первый – остров Змеиный. Этот остров находится на побережье Бразилии и поражает своей красотой и природой. Все бы ничего, вот только на этом острове правят змеи. Здесь живут самые опасные виды змей, из-за яда которых у человека происходит отмирание тканей. Бразильские власти запретили посещать этот остров, ведь по статистике на 1 квадратный метр приходится от 1 до 5 змей, встреча с которыми может закончиться трагически. Второй – остров Павелья в Венеции. Этот остров со страшным прошлым. Во времена Римской империи сюда свозились все больные чумой люди, которые оставались на острове умирать. Через несколько веков трагедия опять повторилась, и сюда вновь ссылались все больные бубонной чумой, которых кидали в яму и вместе с мертвыми сжигали. Этот незаселенный остров стал могилой для более чем 160 тысяч человек. Третий – острова Изу. Эти небольшие острова в Японии весьма опасны из-за вулканической активности. Здесь опасно даже просто дышать. Воздух слишком насыщен серой, концентрация которой достигла здесь максимально высокого уровня. Этот опасный для жизни воздух заставляет всех жителей ходить только в специальных масках. Местные стали участниками эксперимента, за который им платят небольшие деньги, чтобы те не уезжали с острова. Этот эксперимент был призван для того, чтобы понять последствия жизни в ядовитом воздухе долгое время. Четвертый. Остров Рамри. В 1945 году на этом острове погибли тысячи японских солдат. Случилось это не из-за укусов москитов или скорпионов. Причиной тому стали крокодилы. Эти хищники сожрали всех японских пехотинцев. Эта массовая гибель даже вошла в книгу рекордов Гиннесса. Пятый. Остров Фиджи. Этот остров приобрел дурную славу из-за страшных случаев убийства детей, каннибализма и всевозможных пыток. Здесь считалось подарком прислать тела людей, которые впоследствии необходимо было приготовить и съесть. Также миссионер, побывавший на острове в 1839 году, рассказывал о страшных случаях детоубийства. Шестой. Большое мусорное пятно в Тихом океане. Эта куча мусора просто огромных, невообразимых и пугающих размеров скопилась в Тихом океане. Многие годы весь мусор, который приносило течением, собирался в одном месте. Размер этого мусора сегодня приблизительно равен штату Техас в США. Африканский монстр – тигровая рыба Голиаф. Считаете, что самый опасный хищник африканских рек – это крокодил или пиранья? А вот и нет.
Познакомьтесь с огромной водяной собакой или мбенгой. Так называют тигровую рыбу голиаф местные жители. Науке известно 5 видов этого хищника, принадлежащего к роду гидроцины. В реке Конго можно встретить самый крупный вид этой машины для убийств. Свое название тигровая рыба получила благодаря полосам темного цвета, схожими с полосами тигра. Это и есть своего рода тигр, только живущий под водой. Этот монстр сможет впечатлить кого угодно и навести ужас на всех и каждого. Вес этого хищника в среднем составляет 50-70 килограмм, а в длину он может достигать до 2 метров. Огромная голова водяной собаки поражает крупной пастью, которая насчитывает 32 очень острых зуба длиной около 3 сантиметров, по 8 на каждой челюсти. Такие острые зубы нужны этим монстрам, чтобы быстро схватить и разорвать жертву, а не для того, чтобы тщательно пережевывать. Если голиаф потеряет свой зуб, не беда, на его месте в скором времени вырастет новый, не менее острый. Голиафу не страшны сильные течения. Он может охотиться за своей жертвой, развивая огромную скорость, плавая даже против течения опасных и бурлящих рек Африки. Встретиться с монстром можно и в бурных водоемах, и в спокойных мелких речках. Наиболее распространены тигровые рыбы в реке Нил, Конго, Омо, Сенегал, в озере Танганьика. Скрыться от этого зверя вряд ли получится, ведь он найдет свою жертву даже на огромном расстоянии, воспринимая вибрации низких частот от других организмов благодаря специальному внутреннему мешку, который наполнен воздухом. Этот обжора может есть все, что попадается у него на пути. Он практически всеядный. Голиаф не брезгует ничем. Рыба-тигр глотает маленьких рыбешек целиком. Добычу покрупнее будет разрывать и есть по кусочкам. Не только рыбой и подводными жителями питается монстр. Голиаф не откажется ни от уток, ни от ласточек, ни от другой птицы или мелких млекопитающих. Любимое лакомство этого устрашающего хищника – рыба камбу, которой просто немерено в реке Конго. Это своего рода десерт для водяных собак. В течение 15 дней ученые наблюдали за водяной собакой. Эта рыба сожрала более 300 птиц, и это не предел ее возможностей. Этот хищник вполне может справиться с крокодилом, чтобы отведать мясо рептилии. И для этого голиафу не нужно ждать наиболее благоприятного дня для лунного цикла. Он легко расправляется с небольшим крокодилом. Местные жители не рискуют и лишний раз не заходят в воду, ведь известны случаи нападения голиафа и на людей. Так, рыба выпрыгивает из воды и впивается в горло человека, поэтому, находясь возле африканских рек, будьте предельно аккуратны. И лучше снимите все украшения и металлические предметы, которые могут отражаться от солнца в воде, тем самым вызывая интерес у голиафа. Этот монстр просто сверхрыба. Это практически бессмертное существо. Если ему не хватает кислорода под водой, он может подняться на поверхность, чтобы вдохнуть свежего воздуха. Он может дышать и под водой, и на суше. Фантастика! А если вдруг жарким летом водоем, где обитает голиаф, высохнет, тогда он просто зароется в грязь, использует слизь для защиты от пересыхания и сможет переждать засуху. Когда вода вернется, он продолжит свою прежнюю жизнь, как ни в чем не бывало. Какой-то терминатор животного мира. Брачный период у водяных собак занимает несколько дней, но не все так просто. Если условия для продолжения рода неподходящие, например, мало дождей и сильная жара, то голиаф может подождать еще годик. Если же партнеров все устроило, то совсем скоро на свет появятся детеныши этих монстров, которые будут расти сами, превращаясь с каждым днем в мегапираньи. Нерестятся рыбы, как правило, в декабре и январе, мигрируя в теплые реки. Самка среди густой растительности откладывает довольно много икры. Там и живут первое время в теплой воде мальки, которые спустя время переберутся в крупные реки. Если вы решитесь поохотиться на этого хищника, то вам необходимо как следует подготовиться и найти хотя бы парочку таких же сумасшедших единомышленников.
Не лишним будет обратиться за помощью к местным жителям, которые лучше знают повадки и особенности речных тигров. Эта рыба абсолютно не подходит для ухи, поэтому охота на нее – это своего рода вызов себе. Такая рыбалка придется по душе любителям острых ощущений и тем, кто хочет сделать крутые снимки с речным монстром. Рыбалка на Голиафа – уж очень популярное занятие и среди местных жителей, и среди туристов, вызывающее спортивный интерес и азарт. Так, ведущему программы «Речные монстры» Джереми Уэйду однажды посчастливилось поймать этого монстра. Больше недели он и его помощники, среди которых было много местных жителей, ждали подходящего момента, чтобы повстречаться с Голиафом. Пойманная тигровая рыба весила около 70 килограмм, а ее длина составляла около 1,5 метров. Некоторые экстремалы даже заводят такого питомца в аквариумах. Такое увлечение не из дешевых. Аквариум должен быть рассчитан минимум на 15 тысяч литров, а чистить его необходимо постоянно, учитывая, как едят эти хищники. Вот только делать это следует чрезвычайно аккуратно, ведь мбенга легко расправляется даже с крокодилами, что уж говорить про людей. Это самая опасная пресноводная рыба во всем мире, пожалуй, после пираньи. Но в аквариуме она не вырастает такой крупной, как в дикой природе. Не более 75 сантиметров. Живет тигровая рыба в среднем 12-15 лет. Самцы обычно крупнее и более массивные, чем самки. В природе тигровые рыбы живут, как правило, в одной стае с рыбами своего же вида или с другими крупными рыбами. Эти рыбы не всегда бывают агрессивны, но вот покушать они очень любят. Поэтому если такая рыба живет в аквариуме, кормить ее необходимо живой рыбой, креветками, фаршем, а спустя время водяные собаки могут есть даже корм или замороженные продукты. Необходимо чередовать питание голиафов. Молодые особи поначалу могут питаться и хлопьями, а чтобы рыбам было уютно и они чувствовали себя как в реке, украсьте аквариум крупными корягами, камнями, песком. Позаботьтесь об идеальной фильтрации воды и не забудьте о том, что тигровые рыбы любят сильные течения. Топ-10 самых загадочных подводных сооружений. А не заглянуть ли нам под воду? Рейтинг 10 загадочных подводных сооружений. Считаете себя скептиком и вас невозможно удивить? Тогда стоит опуститься на морское дно, где расположились удивительные подводные города, неопознанные подводные сооружения, пирамиды и многое другое. Большинство пропавших древних городов и сооружений были построены на земле, но позже волей случая ушли под воду. Они были спрятаны под водой не одно тысячелетие, и только недавно об их существовании узнали. Давайте узнаем о них детальнее. Первое. Йонагуни в Тайване. Йонагуни – небольшой остров в Японском море с рыбацким поселением, которое существует там уже пару веков. Однажды один ныряльщик в 1985 году на совсем небольшой глубине увидел древние сооружения, которые были названы монументом Йонагуни. Изначально ступени и террасы были образованы под действием эрозии, но без человеческого вмешательства не обошлось. Природные образования были приспособлены для пользования, а также им придали более скульптурный вид. Ученые пришли к выводу, что эта находка относится к 7-му тысячелетию до нашей эры. Второе. Дварака в Индии. Согласно легенде, Дварака была столицей царства Кришны примерно в 7500 году до нашей эры, которую построили за ночь. После его смерти город оказался во власти моря и полностью его поглотил. Удивительный город поражал своими масштабами в сотни миль. Он состоял из храмов, дворцов, домов и множества улиц. Эта потрясающая находка на глубине 40 метров в Аравийском море стала величайшим открытием. Третье. Бимини-Роад на Багамах. Каменная дорога, уходящая в море, была обнаружена возле острова Бимини. Ее возраст около 15 тысяч лет. Некоторые ученые предполагают, что эта дорога из 1000 каменных блоков прямоугольной формы могла быть стеной и довольно высокой, ведь под рядом камней были обнаружены еще ряды. Ее длина более 800 метров. Зачем нужна была такая дорога, уходящая в море, остается загадкой. Четвертое.
Древний могильник в Израиле. Необычное сооружение из множества камней было найдено в 2003 году в Галилейском море. На вид это каменный холм диаметром в 70 метров и высотой в 10 метров. Археологи так и не выяснили, для чего же нужно было это столь странное строение. Одна из версий – это был древний могильник весом более 60 тысяч тонн. Его возраст около 12 тысяч лет. Пятое. Пирамиды на Кубе. В 2001 году при сканировании дна у побережья Кубы были обнаружены пирамиды. Они находились на глубине более чем 700 метров. Такая глубина мешает детальнее изучить эту находку. Многих интересует вопрос, что же именно находится на дне и как оно там оказалось. Возраст находки около 50 тысяч лет до нашей эры. Шестое. Каменная скульптура в Канаде. Не все подводные сооружения находят в море. В 2005 году в канадском озере Макдональд обнаружили необычное сооружение из камней. Оно состояло из большого плоского камня, который находился на 7 камнях. Верхний камень весит более 450 килограмм, а нижние более тонны. Кем было построено это сооружение и зачем, до сих пор непонятно. Седьмое. Вода Стоунхендж в США. Еще одна удивительная находка была обнаружена в озере Мичиган в США. На дне озера нашли каменные столбы, которые располагались вдоль границ озера. Это сооружение назвали водным Стоунхенджем. Конечно же, непонятно, для чего нужно это строение и как оно там оказалось. Большей загадки придает изображение мастодонта на одном из камней. Восьмое. Гераклеон в Средиземном море. Более тысячелетия назад был утерян древний город Гераклеон. Его постройки из камня почти в идеальном состоянии были обнаружены в Средиземном море на глубине 46 метров. Ранее этот город многие считали лишь легендой, но теперь ученые смогут досконально изучить сохранившиеся постройки, артефакты, корабли и здания. Главным остается вопрос, как же именно город оказался на морском дне. Девятое. Дворец Клеопатры в Египте. Более 1500 лет назад дворец Клеопатры опустился на дно из-за сильного землетрясения. Многие дворцы, храмы, скульптуры сохранились в отличном состоянии, что дает возможность археологам изучить их более детально. Раскопки еще не закончены, и многие надеются обнаружить здесь гробницу Клеопатры. Десятое. Порт-Роял в Ямайке. Любой город, расположенный на побережье, может в один момент уйти под воду. Именно такой исход был у пиратского логова Порт-Роял, которое около 500 лет назад опустилось на дно. Многие люди посчитали это возмездием и карой для жителей этого города, ведь не только постройки ушли под воду, но и более 2500 людей. Друзья, вас приветствует канал Фактограф. Сегодня поговорим о речных монстрах. Часто ли вы задумывались о том, какие монстры могут жить в реках и не опасно ли в них купаться? На этот счет наши реки намного безопаснее, чем, например, в Африке, Австралии или Америке. Мы подготовили для вас 20 страшнейших речных жителей на планете. Поехали! Оливковый сом. Встречайте одного из самых опасных речных жителей Северной Америки. Длина оливкового сома может достигать 1,5 метров, а вес превышает 100 килограммов. Рацион сома состоит из водоплавающих птиц, других рыб и млекопитающих. Но бывают и случаи нападения на людей. Так, в реках Северной Америки в год погибает до 10 рыбаков. Нападая на свою добычу, оливковый сом разрывает ее на куски своими мощными челюстями. Ванделия. Кандиру. Эта мелкая рыбешка на первый взгляд не вызывает никаких опасений. Но это только так кажется. Вы будете в шоке, когда узнаете, что питается она кровью и мочой, проникая в задний проход и мочеполовые органы. После чего ванделия начинает пожирать плоть. Извлечь этого паразита самостоятельно не получится, потребуется хирургическое вмешательство. Радует одно, что эта рыба обитает далеко от нас, в реке Амазонка, на территории Колумбии, Бразилии, Перу и Эквадора. За считанные минуты стая пираний может оставить одни кости от своей жертвы. Электрический угорь. Не имея мощной челюсти и огромных зубов, эта рыба представляет огромную опасность для человека. Зубы ей для этого не нужны. Она молниеносно сгенерирует мощнейший разряд, из-за которого человек может потерять сознание.
Не приближайтесь к угрю ближе, чем на 3 метра, ведь таков радиус действия его тока. К тому же угорь довольно агрессивный и часто нападает без причины. Встретиться с этой рыбой длиной до 3 метров и весом до 40 килограммов можно в реке Амазонка и в других реках на северо-востоке Южной Америки. Гунч – сом багарий. Встретить этого сома можно в реке Кали между Индией и Непалом, а также в бассейнах рек Брахмапутра, Инд и Ганг. С давних времен именно в эту реку сбрасывают трупы умерших. Часто тела сгорают не полностью, и самы питаются останками людей. Эти огромные хищники весят до 140 килограммов и часто нападают на людей в поисках пищи. Паку – удивительная рыба с зубами, которые очень похожи на человеческие, но намного острее. Именно поэтому паку легко разгрызает фрукты и орехи, которые попадают в реку с деревьев. Обитает в реке Амазонка и питается также беспозвоночными и рыбой. В 90-х годах рыба паку напала на 2 рыбаков, которые погибли от кровопотери. Вырастает в среднем до 70-100 сантиметров и весит около 40 килограммов. Внешне паку немного напоминает пираний, только больше по размеру. Большая тигровая рыба – голиаф. Эту опаснейшую обитательницу водных просторов можно встретить в Африке в реке Конго. Но лучше с ней не встречаться, ведь эта рыба довольно опасный хищник и, словно настоящий тигр, нападает на других рыб и даже на людей. Никому не желаю столкнуться с 50-килограммовым монстром, вырастающим до 180 сантиметров в длину. Для того, чтобы легко справляться с добычей, у тигровой рыбы имеются 32 острых зуба. Детальнее про рыбу голиаф вы можете узнать в нашем отдельном видео. Ссылка в описании. Черный кайман. Огромный монстр с молниеносной реакцией и огромной силой вырастает до 6 метров в длину. Лучше не попадаться ему на пути, кайман разорвет любого в клочья. Черный кайман – один из крупнейших крокодилов и самый крупный хищник в реке Амазонка. Черный кайман всеяден. В его рационе преобладает рыба, растительность, ракообразные и насекомые. Взрослые особи охотятся за добычей покрупнее. Охотятся на млекопитающих, змей, водоплавающих птиц и рыб. Неоднократно случались нападения черных кайманов на людей. Гигантский пресноводный скат или скат-хвостокол обитает в реках Таиланда, Индонезии, Малайзии, Австралии и Новой Гвинеи. Весят эти гиганты около 500 килограммов. Их диаметр достигает до 2 метров. Скат довольно опасен, ведь имеет 2 острых шипа на хвосте. Большой шип помогает удерживать жертву. Такой шип похож на гарпун. Его тяжело вытащить из-за большого количества зазубрин на нем. Скат легко может пробить дно лодки ударом своего шипа, который вырастает почти до 40 сантиметров. Скат первым никогда не нападет на человека. Для этого его нужно либо случайно потревожить, либо попытаться поймать. Второй шип меньше по размеру, но его цель – впрыскивать яд, который способен убить человека. Пресноводные скаты живородящие, самка рождает одного детеныша до 35 сантиметров в длину. Количество гигантских скатов сокращается, поэтому охота на них запрещена. После фотосессии и замеров ската возвращают обратно в реку. Анаконда. Для людей, которые боятся змей, анаконда станет настоящим испытанием. Этот монстр достигает в длину 5-6 метров и весит около 50-70 килограммов. Если анаконда начала обвиваться вокруг своей жертвы, ей уже не спастись. Обитает в реке Амазонка, любит отдыхать на мелководье. Анаконда – самая большая змея на планете. Она не ядовита. Бразильская выдра. Обитающие в реках Амазонки выдры имеют довольно большие размеры – до 2 метров в длину. Рационом для них служат крабы и рыба. Отдельная выдра сама по себе не так опасна. Но вот, сбиваясь в стаи, эти животные способны убить даже крупных кайманов и анаконд. Арапайма. Гигантский монстр с зубами даже на языке. Им не страшны даже пираньи, ведь у них бронированная чешуя. Арапайма вырастает до 3 метров и весит около 90 килограммов. Питается рыбой и водоплавающими птицами. Зафиксированы случаи нападения этого гиганта и на человека. Акулы-быки. Обычно эти акулы обитают в океане, но они отлично себя чувствуют и в реках. Нередко они заплывали очень далеко по Амазонке, где искали себе добычу. Они вырастают до 3 метров, а сила их укуса достигает 600 килограммов. Лучше с этим хищником никогда не встречаться, ведь после этого шансы выжить приближаются к нулю.
Скумбриевидный гидролик. Настоящий вампир среди обитателей рек. Эта рыба имеет огромные клыки до 15 сантиметров, которые не дают жертве ни шанса. Обитает в Амазонке, вырастает до 117 сантиметров и весит около 18 килограммов. Питается пираньями и другой рыбой. Эта рыба очень часто становится объектом спортивной рыбалки в силу своего мощнейшего сопротивления при попытках ее вытащить из реки. Местные жители тоже выходят на рыбалку на гидролика, считая его мясо очень вкусным. Протоптер обитают в водоемах Африки и относятся к двояко дышащим. Во время пересыхания водоема протоптер зарывается в грунт и впадает в спячку. Обычно это происходит каждый год, и такая спячка длится несколько месяцев. Но главная особенность протоптеров – они могут находиться в таком состоянии до 4 лет. Самый крупный из вида протоптера – мраморный протоптер. Он достигает до 2 метров в длину и весит около 17 килограммов. Ведут ночной образ жизни, могут передвигаться с помощью плавников по дну, а могут плавать в воде, как угри. Питаются крабами, раками, моллюсками, рыбой. Местное население часто ловит протоптеров и употребляет в пищу. Нильский окунь. Этот окунь поражает своими размерами. Самые крупные особи вырастают до 2 метров в длину и весят до 200 килограммов. Древние египтяне назвали рыбу принцессой Нила. Могут обитать в любом пресноводном водоеме, предпочитает теплые воды. Нильский окунь – настоящий хищник. Нередко этот монстр выбирает себе жертву среди своего же вида. Это самая большая хищная рыба озера Виктория. Этого гиганта искусственно ввели в другие водоемы, что оказало негативное воздействие. Окунь – настоящий прожора, поэтому существенно сократилось количество местных видов рыбы. Весьма необычный факт. Нильский окунь выводит потомство в своей пасти, обеспечивая защиту будущему поколению. Нильский крокодил. Обитает на территории африканского континента. Считается одним из самых смертоносных существ на планете. Самцы вырастают до 6 метров. Даже один такой монстр очень опасен, а когда они охотятся стаей, шансов выжить у жертвы не остается. Они способны атаковать даже носорогов и бегемотов. Довольно часто жертвами этого крокодила становятся люди. Ежегодно от его зубов погибают от нескольких сотен до пары тысяч людей. Змееголов. Эти рыбы довольно редко встречаются на Западе, однако был случай, когда рыбак нашел в пруду США змееголова. Многие ученые полагают, что змееголов может прижиться в Северной Америке, тем самым серьезно навредив местной экосистеме. Эти хищные рыбы вырастают до метра в длину и весьма прожорливы. Рацион их состоит из лягушек, рыб и беспозвоночных. Змееголов способен обходиться без воды до 4 дней. Рыба-пила. В пресной воде обитает мелкозубый пилорыл. Иногда он даже заплывает в озера. Выбирают мутные воды и мелководья, проводя большую часть времени на дне. Относятся к пилорылым скатам, а не к акулам, как может показаться на первый взгляд. Отличаются они длинным плоским рострумом, по бокам усеянным зубовидными выростами. Специально не нападает на людей, но в силу плохого зрения может случайно нанести довольно опасные удары пилой. Сегодня эти рыбы находятся под охраной из-за сокращения их численности. Пиявка. Этот маленький паразит питается кровью и обычно не очень опасен. В среднем пиявка кормится полчаса. После открепляется. А вот кровотечение после такого укуса может длиться и несколько дней, особенно если к вам прицепилось несколько пиявок. Пиявка может передать человеку инфекции и паразитов, так как у нее нет иммунной системы. В Африке в диких пиявках был обнаружен даже вирус гепатита Б и ВИЧ. Некоторые из пиявок могут проникать в нос, глаза, уши, мочевой пузырь и даже желудок. Они питаются через слизистые оболочки. Это был наш топ-20 самых страшных речных жителей. Делитесь в комментариях, какое из животных вас удивило больше всего. Ставьте лайк, если видео было полезным, и подписывайтесь на канал. У нас еще много интересного. До новых встреч!